Сегодня в Красноярске стартовал главный турнир сезона для российских фигуристов – чемпионат страны. В сибирском «Миллионнике» все готово для главного события не только в евразийском, но и мировом фигурном катании конца календарного года. В аэропорту фигуристов встречают оркестром, а в местной филармонии состоялась жеребьевка соревнований, которые в этом году впервые за долгое время, увы, не будут отборочными на чемпионат Европы. Турнир больше похож на предновогодний бал, но от этого не превращается в шоу. Баталии на берегах Енисея предстоят очень жесткие. Среди главных звезд турнира – Камила Валиева, Александра Трусова и Марк. Кроме того, пытаются заявить о себе на взрослом уровне Софья Самоделкина, Софья Акатьева и Аделия Петросян. Не говоря уже о самой опытной нашей одиночнице Елизавете Токтамышевой. По заявке, это один из сильнейших турниров по фигурному катанию за последние годы, а его уровень способен дать фору чемпионатам Европы и мира. Чемпионат России, безусловно, лишь внутренний турнир. И на нем, к сожалению, будет действовать правило Вегаса. Все, что было в Красноярске, остается там. И никакие рекорды не будут зафиксированы. Тем не менее, российских фигуристов это вряд ли остановит, и они будут показывать себя во всей красе. По ходу серии Гран-при ряд спортсменов уже замахнулись на мировые рекорды. А кто-то из них имеет огромный потенциал сделать это в Красноярске. Понятно, что большую роль играет фактор домашнего судейства. Но в первую очередь это огромная мотивация для спортсменов, чтобы остаться в этом виде спорта. И продолжать прогрессировать. Камила Валиева. Лучший балл в сезоне – 244,66. Действующая чемпионка России уже на данный момент имеет лучшую сумму баллов в сезоне среди всех российских фигуристок. И это с учетом того, что она не исполняла тройной аксель в короткой программе и падала с четверного тулупа. Фигуристка перенесла небольшую травму, и ей нельзя было исполнять сложные элементы. Именно поэтому Камила не заходила на ультраси на контрольных прокатах, а на этапах Гран-при пробовала только четверной тулуп. Спортсменке потребовалось немного времени, чтобы восстановить тройной аксель и четверной тулуп. Валиева исполняет оба элемента достаточно стабильно, а значит, при чистом исполнении может сильно улучшить свой личный рекорд в текущем сезоне. Наивысший балл по сумме за две программы в карьере Камила получала как раз на чемпионате России, просто сумасшедшие 283,48. Официальный же мировой рекорд немного поскромнее, но тоже принадлежит Валиевой – 272,71. Без четверного сальхова фигуристке, наверное, будет сложно побить свои же оценки. Но вот улучшить достижения за короткую программу фигуристка вполне в состоянии. Год назад она исполнила тройной аксель, тройной флип, а также каскад, тройной лутс плюс тройной тулуп и получила за прокат 90,38 балла. При исполнении такого же набора, да еще и с учетом суперлояльного судейства в этом сезоне Валиева способна получить абсолютный максимум в короткой программе, пусть и только на внутреннем турнире. На чемпионате Европы она набрала еще больше – 90,45 балла. Это был новый мировой рекорд, который вряд ли кто-то побьет в ближайшее время. Также Камила была в шаге от того, чтобы получить максимально возможную оценку, которую СЭ ранее подсчитал, она составляет 94,73 балла. Для этого ей просто нужно показать то, что она исполняла ранее. Марк Кондратюк. Лучший балл в сезоне – 104,51. Олимпийский чемпион в командных соревнованиях в текущем сезоне сумел набрать очень высокий балл за короткую программу на этапе Гран-при в Сочи. Он исполнил четверной лутс, тройной аксель и четверной сальхов плюс двойной тулуп. Разумеется, в каскаде вторым прыжком планировался тройной прыжок. Базовая стоимость каскада, который сделал Марк, 11 баллов. Но так как он был исполнен во второй половине программы, то элемент получил надбавку 10%. Если бы Кондратюк прыгнул каскад 4 плюс 3 из сальхова и тулупа, то его базовая стоимость составила бы уже 13,90 балла. А с учетом надбавки за вторую половину программы, она была бы повышена до 15,29. В сумме с ГАЕ Марк получил за каскад в Сочи 13,65 балла. А если бы он исполнил второй прыжок в 3 оборота, то мог набрать уже 16-17 баллов, а то и больше, с учетом домашнего судейства.
А здесь уже и до мирового рекорда, установленного Натаном Ченом, недалеко. На Олимпийских играх в Пекине американец получил за короткую программу 113,97 балла. Но для этого Кондратюку необходимо лучше исполнять непрыжковые элементы. В Сочи он получил третий уровень за либелу и дорожку шагов, и здесь потерял пару баллов. Поэтому Марку для того, чтобы попробовать хотя бы заочно обогнать американца и его мировой рекорд, нужно чисто исполнять заявленный контент. И при лояльном домашнем судействе действующий чемпион России вполне способен повторить баллы Чена. Анастасия Мишина, Александр Галямов. Лучший балл в сезоне – 247,72. Эта пара уже набирала в текущем сезоне оценки выше мирового рекорда. И кажется, они могут еще лучше. Анастасия и Александр ворвались в элиту российского парного катания и вряд ли пожелают уступить свой трон соперникам. В этом сезоне они уже били всевозможные рекорды, но, увы, только внутри страны. Их максимум за короткую программу – 86,47. В то время как мировой рекорд, принадлежащий китайской паре Суй Вэньцзин Хань Цун, на 2 балла меньше – 84,41. Также они набирали выше и в произвольной программе – 161,25. Наилучшая оценка, засчитанная мировым сообществом, принадлежит им же – 157,46. Также ученики Тамары Москвиной могут повторить свой же подвиг и набрать вновь выше мирового рекорда по сумме за 2 программы. Их товарищи по группе, Александра Байкова и Дмитрий Козловский, в этом сезоне сумели заочно приблизиться к этой отметке. Их наилучшая оценка за 2 проката – 239,28. Немного ниже мирового рекорда. Однако фигуристы только набирали форму, они пропустили контрольные прокаты из-за микротравмы у партнера. К тому же, разучили и уже попробовали на публике элементы ультраси, четверные подкрутку и выброс. В случае удачного исполнения они могут помочь паре прибавить баллов. И кто знает, может Байковой и Козловскому не просто удастся повторить мировой рекорд, а даже вырваться вперед. Не стоит и забывать о Евгении Тарасовой и Владимире Морозове, они на этапе Гран-при России. В Казани получили 157,56 баллов за произвольную программу и превзошли мировой рекорд.